Сынок, Да, пап, во что это ты тут играешь? в Geometry Dash. А шо это такое? Ну-ка, дай мне поиграть. Нет, не надо, папа. Ах ты! Один раз всем скаутским лагерем из глубины леса мы пошли в магазин на ближайший поселок. Кроме как погулять по нему, мы решили немного закупиться там продуктами в лагере. И в этом же магазине я заметил интересную баночку с довольно подозрительной надписью. Это был Genesis, который утверждал, что ему аналогов на российском рынке нет, и что он реально может расшевелить ваши мозги. Ну да ладно, я просто купил его, дабы попробовать его вкус. Мне понравилось, но так как после покупки я прошел еще 6 километров по бездорожью, явного эффекта я не почувствовал. Всем привет, с вами ZeFest. Да, сейчас уже далеко не лето, я вернулся в город, и сразу же после этого меня настигла идея проверить экспериментальным путем уникальное утверждение на баночке Genesis. Сделать это я решил с помощью всеми нами любимой ГД. Честно говоря, мне не очень хочется признавать, что обычный энергетик способен быть в качестве допинга в такой серьезной игре, которая в наших реалиях уже выступает как отдельный жанр киберспорта. Ну что же, я постараюсь сделать все максимально чисто и объективно, но для начала мне нужно найти два хард-демона, максимально близкие по сложности. Каждый из них я буду проходить в разные дни в одинаковое время по 2 часа в каждый, однако второй раз прохождение будет проводиться под действием энергетика. После чего я сравню эти результаты и сделаю вывод. Думаю, суть понятна, переходим к эксперименту. Изначально я хотел выбрать Jailbreaker и Fairy Dust, поскольку Wave Skill у меня пока что хромает, и из-за этого он будет точно показывать, работает ли такой буст скилла на уровнях, которые из-за большей части с вейвом для меня очень сложны. Но тут меня настигла проблема. Они ни хрена не похожи по сложности! Я пошел по легкому пути. Я выбрал два темпл уровня от Мичигана, Lava Temple и Forest Temple. Я никого не хотел подвергать лишней дезинформации, и поэтому для чистоты эксперимента в первый день постарался прожить его так, чтобы я мог повторить большинство событий и во второй. То есть он состоял из базовых вещей: 2-часовая прогулка, 7-часовой сон и прием пищи в одно и то же время. Итак, все было готово. Первым я решил взять Forest Temple. Уровень мне показался довольно интересным. Не скажу, что он был красивым и приятным в прохождении, но как по мне, из всех Temple уровней Мичи это лучший. Прошло 2 часа, и вот какой прогресс мне удалось поставить. Жесть. Да, эти 50% я смог добиться за 120 минут. Это половина хард-демона, согласитесь, вполне неплохо для моего скилла. Это все субъективщина, конечно, но для меня он был не таким уж и сложным. Все парты довольно легко было натренировать. Думаю, это и послужило причиной такого большого прогресса на хард-демоне. Наступил второй день. Что же меня ждало? Lava Temple. Увы, но я снова вас наебал. А Lava Temple оказывается медиум демон. И снова эти расхождения во сложности, даже в уровнях, которые по своей задумке и должны быть равны. Мне срочно понадобился какой-то уровень, который подошел бы к Форесту. И такой нашелся. Привет, Найтфури. Уже который раз в моих видео упоминаются какие-то другие личности. Найт порекомендовал мне пройти Shadow Temple, и он реально не был критично ни сложнее, ни легче предыдущего. Артем, спасибо. Я приступил к тренировке, предварительно поставив таймер на 2 часа и сделав первый глоток. И что же произошло, спросите вы меня? Не все так сразу, ребята. Прежде чем вы увидите долгожданный результат, я бы хотел расставить все точки над «и» в работе самого энергетика, хотя бы на языке исследований и научных фактов. Я перешел на официальный сайт Genesis и решил проверить, настолько ли подлинно его положительное действие на нашу нервную систему.
И да, действительно, мы можем увидеть на нем блоки с информацией о составе. Специально для вас я посвятил множество моего ранее свободного времени поиску информации о каждой пищевой добавке, указанной здесь. Все ссылки на научные статьи я собрал в один документ и оставил в описании. И после этого, из всего материала, что я смог найти, я смог сделать вывод о том, что все психостимулирующие вещества, нейромедиаторы и витамины, информацию о которых я искал, действительно оказывают положительное влияние на наш мозг. Я это со второго раза смог произнести. Ладно. Например, теанин – аминокислота, содержащаяся в зеленом чае, которая улучшает нашу рабочую память и внимательность. Или же всеми известный по нахождению в разных напитках кофеин, который в сочетании с теанином приводит наш организм в режим повышенной эффективности. Но так ли сильно это отобразилось на моем скилле? Это был вопрос, с которым я, параллельно с этим практикуя уровень, постоянно прокручивал в своей голове. Уже спустя порядка 10 минут я начал ощущать эффект, и я бы не сказал, что он был положительным. Мой пульс начал постепенно и с колебаниями расти, и спустя час рост остановился и закрепился на средней отметке 100 и максимальной 125 ударов в минуту. С учетом того, что мне 13 лет и я просто сидел на одном месте без каких-либо трудоемких телодвижений и волнения, это очень много. Обычно мой пульс в таких же условиях составляет примерно 60-70 ударов в минуту. И сейчас только из-за какого-то напитка количество сердечных сокращений выросло почти в 2 раза. Этот эффект, который в свою очередь вполне нормальный для энергетиков, продлился аж до самой ночи, не спускаясь ниже 90 BPM. И каким-то чудом потом я все-таки смог уснуть. Но отрицательными последствиями дело ограничиваться не стало. Я все же тренировал Shadow Temple, постепенно опустошая жестяную баночку. Я почувствовал, как стало заметно легче запоминать и воспроизводить паттерны, а также прокачку самой важной способности для этого уровня – памяти. И я хочу сохранить интригу, поэтому предлагаю вам подумать и угадать, что я успел сделать с этим уровнем за те же 2 часа, что я выделил себе на Forest Temple 2 дня назад. А теперь мы приступаем к просмотру сделанных мной прогрессов. Ну все, я забыл. В общем, все, наконец-то эта хрень закончилась. Все. Го. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Есть. Давай. Есть. 53-100. Мне почему-то в горле пересохло, хотя я уже все выпил. Лол. Да, это хардемон, пройденный в 3 рана. Если не брать во внимание то, что организм каждого человека индивидуален и различен, то я на практике доказал, что биохакинг действительно рабочая тема в Geometry Dash. И знаете, сам эксперимент, который я провел, помимо основной его части, приобрел еще одно весомое доказательство, которое я вообще не ожидал обнаружить. Evolution 2 был почти пройден. Я поставил огромные прогрессы на нем в тот же вечер. Этот левел на V-Riff я тренировал почти 6 месяцев, и только спустя 5 часов после принятия энергетика я в полном объеме увидел результат. Прямо в день рождения его создателя. И да, на следующий день я его прошел. Скоро, кстати, видео про это ждите.
Да, безусловно, я не буду отрицать, что частое употребление многих веществ из этого напитка может сильно подорвать ваше здоровье, поэтому ни в коем случае не злоупотребляйте такой штукой. А сам я очень рад, что у меня получилось раскрыть эту тему на себе максимально сильно, и я бы не смог этого сделать без поддержки донатеров, которых вы видите на экране. Спасибо вам огромное. Над созданием этого видео я трудился 2 месяца, и на данный момент это видео самое сложное, что я делал за всю свою историю контент-мейкерства, поэтому я буду очень рад, если вы оцените его по достоинству. С вами был Зефест, успехов в слоерстве, пока!